Привет подписчикам и гостям канала TravelNRF. Меня зовут Алик. В феврале этого года мы совершили небольшую поездку по Северному Кавказу. Поэтому на канале выйдет 3 видео об этом горном регионе. Одно, как вы уже поняли из названия этого ролика, о городе Нальчик. А 2 других ролика будут связаны с природными и даже историческими достопримечательностями Северной Осетии. Поэтому, если вы на моем канале впервые и вам эта тема интересна, то обязательно подписывайтесь на мой канал и включите колокольчик. Это чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. А я, пожалуй, уже начну. В этом видео мы с вами будем гулять по городу. Я расскажу о нем много интересной и полезной информации. А также, разумеется, покажу основные достопримечательности. И интересные, по моему, конечно, субъективному мнению, места города. Например, в данный момент я нахожусь на главной улице, названной в честь Ленина. На этой улице находится красивейшее историческое здание, в котором расположено правительство республики. Меня оно, скажу честно, впечатлило. Перед правительственным зданием раскинулась большая площадь. И что мне понравилось не меньше, чем само здание, так это 2 высоченных флагштока с флагами Кабардино-Балкарии и РФ. Хочу, конечно, отметить, что многие административные здания города находятся в старых советских домах, неплохо отреставрированных. Как, например, городская администрация, рядом с которой расположен памятник кабардинскому поэту Алиму Кишокову. Или вот красивое здание на проспекте Шагенцукова, построенное в 1939 году и которое называется Дом туриста. Сейчас в нем находятся некоторые государственные учреждения. Но давайте обо всем по порядку. Прогуляемся по широкому проспекту, названному в честь, опять же, кабардинского поэта и писателя Али Шагенцукова. Вообще, это очень здорово, что многие улицы названы в честь деятелей республиканской культуры, а не в честь политиков и военных. Хотя, полагаю, что и такие улицы в городе найдутся. Чтобы далеко не отходить, приведу пример, который меня немного расстроил. На пересечении данного проспекта и улицы Лермонтова я нашел памятник не Лермонтову, а Виталу Калмыкову. Это член особой тройки НКВД. Куприянов Сергей Яковлевич, из студентов вольноопределяющийся 8-го пехотного полка, участник группы Николаева. Мнение. Расстрел. Может, остальных списком? Мы должны соблюдать революционную законность. Мнение. Расстрел. Хотя, возможно, этот человек внес какой-то особый вклад в развитие республики в те годы. Ну ладно, давайте все-таки о Нальчике. Нальчик – это в первую очередь столица Кабардино-Балкарской республики. В городе проживает почти 250 тысяч человек, и население каждый год растет. Вообще, Нальчик – один из самых больших городов на Северном Кавказе. А самое главное – это то, что Нальчик является с 1999 года курортом федерального значения. Не только климатическим, а еще и бальнеологическим, так как известные курорты Кисловодск и Ессентуки. Кстати, на канале выходило 2 видеоролика о данных курортах. Ссылки оставлю в описании под видео. Гляньте. Нальчик расположен в центральной части республики, по обоим берегам одноименной реки, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории города составляют 512 метров над уровнем моря. Самой высокой точкой в пределах города является гора Нартия, достигающая 1000 метров над уровнем моря. С запада, юга и востока город окружен грядами северного склона лесистого хребта. Он в виде подковы окружает Нальчик с 3 сторон. Здесь, кстати, и таится название города, и оно может означать с кабардинского «маленькая подкова», которую можно увидеть на гербе и флаге города. Предгорье в районе Нальчика постепенно переходит в Кабардинскую равнину, к которой относится основная часть городской территории. Наивысшей точкой в самом городе является гора Большая Кизиловка. Немного истории. Крепость Нальчик была основана генералом Ермоловым в 1818 году. Военное поселение при крепости было основано в 1838 году, преобразовано в Слободу в 1871 году, в которой тогда проживало 3500 человек. С 1871 года по 1901 год население Слободы возросло до 5096 человек. Многое из того, что сейчас можно увидеть, да и сама структура города сформировалась, конечно, в советский период. Один
90-е годы для Нальчика были очень тяжелые. Гораздо больше, чем для других регионов РФ, за исключением Чечни, конечно. В республике назревал помимо экономического кризиса и политический. Серьезные изменения в Нальчике начали происходить с 1997 года. Городские власти предприняли первые попытки благоустройства города. Реорганизованный трест Горзеленхоз занялся активным украшением и озеленением города и городского парка. Эти усилия принесли свои плоды, которые были связаны с реальными достижениями в озеленении города, приведении в порядок улиц, благоустройстве парковой зоны, а также в некоторой степени бездействия промышленных предприятий и, как следствие, отсутствия загрязнения окружающей среды, что позволило городу в 1997 году, 1998, 2003, а затем и в 2007 году занять соответственно 3-е, 1-е, 3-е и 3-е места во всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России». И город поэтому начинает получать довольно значительные средства на его благоустройство. Отличительной особенностью Нальчика является высокий уровень курортно-рекреационного развития. Благодаря мягким природно-климатическим условиям, наличию разнообразных минеральных вод и лечебной грязи, Нальчик получил общероссийское и международное признание, наряду с курортами Кавказских минеральных вод. Повторюсь, видео об этих курортах на канале имеется. Например, на проспекте Шагинцукова я нашел вот этот минеральный источник, пользующийся большой популярностью и хорошими отзывами посетителей. Вообще в Нальчике вы можете вылечить заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой, нервной системой, органами пищеварения и обмена веществ, печени и желчных путей. Примерно четверть города определена как курортная. В курортной части около нее расположено около 40 санаториев, домов отдыха, турбаз и пансионатов. Что немаловажно и очень меня порадовало, так это наличие огромного парка, одного из крупнейших в Европе. Парк переходит в лес по теренкурам, а живописные горы вокруг располагают к туризму, в частности к походам и альпинизму. По парку мы обязательно прогуляемся, но сначала забежим на уютную улицу Кабардинскую, которая мне понравилась больше всего. Открыл ее для себя я совершенно случайно, направляясь по навигатору к дому купцов Зипаловых на улице Ногмова. Вот он. И дальше по улице я пошел в сторону мемориала Кавказским воинам. Но до него я еще не дошел, поэтому давайте рассмотрим, что же меня так впечатлило на этой улице. Во-первых, это кинотеатр «Победа», построенный еще в 30-х годах прошлого века. Сейчас, к сожалению, он находится в запущенном состоянии. Покрашен только фасад, и то, видимо, давненько. Вообще на Кабардинской много исторических зданий даже 19 века. Очень умилила меня выставка фотографий под названием «Зимние улыбки», созданная по инициативе городской администрации. В экспромт-галерее собраны десятки снимков жителей республиканской столицы. Это портреты, созданные в разные годы. Здесь можно увидеть детей, беззаботно катающихся на санках, сияющие лица девушек и зрелых людей с неподдельной теплотой в глазах. Это, кстати, цитата с официального сайта. Далее переходим улицу Кишокова и попадаем в сквер Победы, в котором все мое внимание, конечно, привлек мемориал Кавказской войны, на котором очень политкорректно написано жертвам военно-политическим событиям. Я просто похлопаю. Это, знаете, из серии не взрыв, а хлопок, не затопило, а подтопило. Короче, новояз по Орлу. Ну а теперь предлагаю вам прогуляться по паркам Нальчика. Я уже анонсировал, что в городе парковая зона одна из самых больших в Европе. Поэтому будет где разгуляться. Судя по карте, она делится на две части. Это Тажукинский парк или сад и Центральный парк культуры и отдыха. Я начал свою долгую прогулку с Тажукинского парка. Возможно, больше времени я как раз потратил на парке, чем на улице города. Вход в сад расположен с улицы Лермонтова. Это достаточно приятная и небольшая улочка. Ну что ж. Леди, сад. На входе сразу бросаются в глаза цветочные часы. Ввиду того, что я посещал Нальчик зимой, в парке цветов мы не увидим, к сожалению. Лучше все-таки путешествовать весной или осенью. Но не всегда есть, конечно, такая возможность.
Если парк культуры и отдыха больше ориентирован на активные развлечения, в основном детские, то Атажукинский парк на созерцание цветов, фонтанов, разнообразных затейливых скворечников, арт-объектов и деревьев. Тут растут клены, ели, липы, японские айвы, адамово дерево, а также есть достаточно редкий экземпляр – двухлопастная гинка. Вот так оно выглядит. Также можно встретить здесь и кавказских белок, которые обязательно подбегут к вам и будут просить орешки. Вот поэтому данный парк подходит для приятных, спокойных прогулок. Парк, кстати, назвали в честь кабардинского князя Атажука Атажукина. Ему эти земли были переданы в 1865 году, а первый фруктовый сад тут заложили еще в 1947 году. Давайте я вам покажу локации, которые мне больше всего здесь заинтересовали и, конечно, понравились. Ну, например, с правой стороны от входа располагается театр Али Шагинцукова. Идем далее, держимся чуть левее и выходим к шахматному домику. Он мне понравился больше всего. В тот день здесь никого не было, но, полагаю, в теплый летний день в нем можно найти фанатов шахмат, мечтающих превратить Нальчик в Нью-Васики, а по-местному в Нью-Нальчик. Кстати, хотел бы отметить, что в парке можно найти бесплатные туалеты. Вспомнил об этом, потому что как раз один из них находился рядом с шахматным домиком. Чего, например, я имею в виду туалетов, бесплатных туалетов, нет в Геленджике, это, конечно, позор для местной администрации. Не смог я пройти мимо аллеи поэтов. На ней в виде цитат на открытых книжках представлены строчки, написанные разными поэтами и писателями. Например, Лермонтовым, Касым Кулиевым, Ибрагимом Бабаевым, Зубером Тхагазитовым и другими. А есть стихотворение, известное, возможно, каждому, с чего начинается Родина. Возглавляют аллею два достойных человека. Это типа наши древние короли. Маркс и Энгельс. Нет, конечно, это основоположники местной литературы Бекмурза Пачев и Казим Мечиев. Один из объектов, который, возможно, олицетворяет Атажукинский парк, это Зеленый театр, сооруженный на горном склоне в современном его виде в 2007 году. Фактически это амфитеатр под открытым небом. Его вместимость около 2500 человек. Хотел бы я побывать в нем зрителем. Может, в другой раз и в другое время года. А возле театра заканчивается и парк. Хочу упомянуть также о том, что на территории Атажукинского парка есть два озера под названиями первое и второе. Я к ним не спускался, просто потому что не было на это времени. Добавлю лишь еще, что вдоль обоих парков протекает река Нальчик, в честь которой, понятное дело, назван и город. Ну вот я у одного из входов в центральный парк. Возле него находится детский парк развлечений. Давайте зайдем вовнутрь. Ну, как вы можете видеть, делать здесь зимой, конечно, нечего. Ничего, видимо, не работает. А так, вполне стандартный парк для небольшого курортного города. Детям здесь будет, конечно, весело. Ну и колесо обозрения здесь достаточного размера, чтобы с него увидеть весь город. Рядом с парком расположена небольшая канатная дорога. К сожалению, в тот день она тоже не работала. А так, с помощью данной канатки можно подняться из парка на гору Малая Кизиловка на высоту 615 метров. Стоимость подъема и спуска составляет 400 рублей. Набор высоты при подъеме около 80 метров. Кресла предназначены для одного человека. Наверху расположен легендарный ресторан Сосруко. Ну вот и я оказался перед озером Трек. В прошлом году ему, кстати, исполнилось 110 лет. Сегодня этот водоем является одним из самых любимых мест отдыха горожан и гостей курорта. За счет названной уже мной канатной дороги и также возможностью прокатиться на катамаране и полюбоваться природными красотами. Озеру даже посвящают стихи. Вот послушайте. На озере, на треке такая красота, что в каждом человеке всплывает доброта. Так начинается стихотворение Залимгири Мирзоева. Я просто похлопаю. Трек, как и все остальные озера, питается водами реки Нальчик. Вокруг озера проходит тропа длиной 505 метров, так что можно прогуляться вокруг него. Купаться, кстати, здесь запрещено, а вот ловлю рыбы не ограничивают. Далее я прошел по аллее, посвященной 115-й кавалерийской дивизии. Ожидал увидеть что-нибудь интересное на ней, но не увидел. По аллее я вышел к следующему озеру под названием Курортное. Расстояние между озерами всего 480 метров. Мне сразу захотелось посетить местную достопримечательность – башню влюбленных. Вот она какая красивая.
Но, увы, подойдя к ней, я увидел замок и информацию о ее реконструкции с открытой датой ее завершения. Зато полюбовался вот такими красивыми видами гор главного Кавказского хребта. И это незабываемо. Кстати, данное озеро – это искусственный водоем. Находится он у горы Большая Кизиловка на высоте 577 метров. Глубина озера непостоянная, в среднем составляет 3 метра, а в летний сезон достигает 7 метров. В зимние месяцы водоем осушается для очищения. С северной и восточной стороны созданы детские пляжи. Также по нему можно прокатиться на лодке или катамаране. Берега засажены плакучими ивами, за ними виднеются покрытые лесами горы. В озерном парке обитают белки, весьма расположенные к туристам. От озера начинается Теренкур, достопримечательности под названием 1000 ступеней. Если вам не жалко своих легких, то я предлагаю прогуляться вместе со мной. По весьма ухоженной дорожке пройдем через небольшой сквер, а затем и по мосту через реку Нальчик. И вот он, вход на маршрут. Честно сказать, я ожидал, что меня ждет легкая прогулочка, да и количество ступеней я ошибочно полагал преувеличено. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Да, дружище Торин, это так. Оказалось, что мои легкие и ноги совершенно не были готовы к такой прогулке в этот день. Но ничего не поделаешь, придется идти наверх с огромным желанием увидеть красивые виды с вершины горы. И опять же, Я никогда так не ошибался в своей жизни. но об этом в конце. Читал, что данная тропа – самое любимое место для жителей города. Это для тех, кто является приверженцем здорового образа жизни. Не зря ее называют тропой здоровья. Так как периодически, особенно в выходные дни, на ней встречаются спортивные люди. Ну и сегодняшний день, кстати, был не исключением. По дороге вам попадется пару лавочек и заброшенных смотровых площадок, построенных еще при советской власти, где можно перевести дыхание и просто посидеть. Сами ступеньки сделаны из бетона, который вот уже много лет в хорошем состоянии. Подъем имеет высоту не более 800 метров, расстояние 2670 метров. Благодаря горному воздуху здесь дышится очень легко. Ну вот я и наверху, и конечно отсутствие обзорной площадки вызвало сначала разочарование. Но потом я решил просто наслаждаться природой и тем, что я не бросил затею подняться на самый верх. Наталья, вы преодолели 1000 ступеней. Какие у вас впечатления после этой прогулки? Отличное впечатление, только не по погоде оделась, очень жарко. Не тяжело было? Ну, честно, тяжеловато. Но ничего страшного. В следующий раз ты лучше подготовишься, я думаю. Иди. А теперь давайте узнаем стоимость проживания в отелях, гостиницах и гостевых домах Нальчика в июне 2024 года. Цена будет указана за одни сутки. Вариантов нашел 49. Цены начинаются от 1200 рублей. Плавно растут вверх. Конечно, до 2000 рублей вообще бы не стал рекомендовать. Можно нарваться на очень плохой номер. На мой взгляд, более приличный отель начинается в районе 5000 рублей. Хотя, конечно, можно, если постараться, найти и подешевле. И он будет даже комфортный. А так, за эти деньги неплохим мне показался трехзвездочный отель под названием Нальчик Холл. Это не реклама, просто вот фотографии понравились. А самый дорогой вариант, который я нашел, оказался отелем Гранд Кавказ за 18 тысяч рублей, что тоже не является рекламой, просто он на момент поиска на сайте суточно.ру. Уважаемые зрители, спасибо, что посмотрели это видео и досмотрели его до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Оцените это видео, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel NRF организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также авторские туры, такие как на Байкал, Дагестан, Армению, Грузию. По Краснодарскому краю это винные программы. Ну и просто индивидуальные экскурсии в целом на курортах Черноморского побережья. Если вам интересно, то ссылку с сайта оставлю в описании к этому видео. Еще можете глянуть и другие видео на моем канале, например, о Ессентуках или Железноводске. Всем удачи и пока!